Всем привет! Сегодня мы свяжем вот такую очень красивую и очень простую елочку, которая нам обязательно пригодится в Новый год, потому что ее можно использовать совершенно по-разному. Можно как брелочек. На сумочку повесили, и все, и красота, и Новый год уже рядышком. Можно подвесить в машину. Можно, смотрите еще, взяли небольшой подарок, приклеили сюда елочку, и уже праздничный вариант. Правда здорово? Можно повесить такую игрушку на елочку, на обычную елочку. А если их будет много, тоже будет очень красиво. Кстати, я даже подумывала, что можно сделать гирлянду из 5-7 штучек. Тоже очень здорово на обоях будет смотреться. Плюс мы еще можем, допустим, вот у меня подарочный новогодний пакет есть, пока я еще подарки не заворачивала. И вот такую елочку приложить к подарку. Сразу преображается все. Смотрите, как мило. Красота. Какие еще варианты, как вы думаете, могут быть? Напишите мне, пожалуйста, потому что они вяжутся так легко, и хочется их навязать побольше, и я их обязательно все использую на подарки к друзьям и прицеплю обязательно на сумочку. Ну что, приступаем. В кольцо амигуруми набираем 4 воздушные петли. Вяжем столбик с накидом. Воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля и опять столбик с накидом. Так вяжем 11 столбиков. И дальше делаем соединительный столбик. И обрезаем ниточку. Вот такой круг у нас получился. Второй ряд присоединяем светло-зеленую пряжу, но опять же у вас может быть любая, и вяжем 3 воздушные петли. Столбик с накидом сюда же, воздушная петля. И вот смотрите, вот там, где у нас была в предыдущем ряду воздушная петля, сюда же провязываем 2 столбика с накидом. Воздушная петля. Теперь следующий. 2 столбика с накидом. Воздушная петля. И так по кругу у нас получится 12 вот таких вот прибавочек. Довязали крайнюю прибавочку, воздушная петля,
и соединительный столбик. Воздушная петля и обрезаем ниточку. Опять будем менять цвет. Третий ряд. Опять меняем пряжу. И смотрите, там, где воздушная петля была, туда присоединяемся и делаем 3 воздушные петли. Сюда же 2 столбика с накидом. Воздушная петля. И в следующие вот эти вот пространства, где у нас была воздушная петля, провязываем по 3 столбика с накидом. Воздушная петля. И так дальше до конца ряда. В конце ряда соединительный столбик, воздушная петля, обрезаем. Четвертый ряд. Опять в пространство, там, где у нас была воздушная петля, провязываем 3 воздушные петли. Ниточки прихватываем и вяжем 2 столбика с накидом. Воздушная петля. И в соседней вяжем 3 столбика с накидом. Воздушная петля. И дальше мы будем делать такой, чтобы получился у нас квадрат. Поэтому мы будем делать 3 столбика с накидом. Три воздушные петли. И опять 3 столбика с накидом сюда же. Воздушная петля. И дальше вяжем опять 2 раза по 3 столбика с накидом. И теперь мы делаем опять 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли и 3 столбика с накидом. Все в одну. Воздушная петля и так дальше. 2 раза по 3 и потом уголочек.
5 ряд. Присоединяем следующий цвет. Вяжем 3 воздушные петли. В принципе, будем делать все как в предыдущем, почти. Так, 3 воздушные петли. 2 столбика с накидом. Дальше воздушная петля. И в следующий вяжем 3 столбика с накидом. Воздушная петля, 3 столбика с накидом. Воздушная петля. И здесь опять формируем уголочек. 3 воздушные петли. Ой, 3 столбика с накидом. 2 воздушные петли. И еще 3 столбика с накидом. И так дальше. Дальше довязываем самостоятельно. Наша елочка почти готова. Осталось только сшить. Сейчас мы будем сшивать вот так вот уголочком и вот сюда. И получится вот такая елочка. Дальше сшиваем самостоятельно. Вот такая елочка у нас получилась в итоге. Осталось связать ствол. Для этого мы находим вот сзади
Видите, вот 3 воздушные и 3, между ними вот вставляю крючочек и подсоединяю коричневую пряжу. Вяжу 4 воздушных петли. И 4 воздушные петли. Соединительный столбик. Все, обрезаем ниточку. Вот такая елочка. Здесь сейчас я спрячу ниточки.